Выбирая дом, соседей не выбирают. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. При выборе дома или даже участка для строительства мы в первую очередь руководствуемся тем, как выглядит место, стоимость участка, вода, свет, газ, электричество, речка, озеро, лес, в каком состоянии строение, ну а соседи достаются в придачу. Однако это тоже немаловажный фактор, так как не все порой благополучно в этом деле. Безусловно, хотелось бы иметь соседей, похожих на себя, трудолюбивых, состоятельных, дружелюбных, приветливых, однако так бывает не всегда. Это в Америке жилище второстепенно в отношении вашего материального положения. Получил выше зарплату, стал более квалифицированным специалистом и переселился в район по соответствующему уровню достатка. Совсем другое дело у нас. Дома покупаются в частную собственность, порой на века, и в этом доме, так любовно отделанном и оборудованном, придется жить и на пенсии. Вот и получается, что живя в хорошо обустроенном собственном доме, вам придется любоваться не совсем приятными картинами разваливающихся деревенских хат, в которых живут порой безработные пьяницы. Что же делать и как обойти такую проблему? При покупке нужно изучить дома и соседей, и это немаловажно. Другое дело, если дом вам достался в наследство. Тут уж надо решать вопросы по-другому. Многие хотят решить это, установив высокий сплошной забор, но при этом и вы окажетесь за этим забором и будете жить как на режимном объекте, ничего не видеть, не слышать, а это некомфортно. Все же главное – поддерживать дружелюбие между соседями, но здесь возникают трудности, так как поговорить с такими соседями о своих делах не получится, у них таких интересов нет, и разговор лучше вести о погоде. При всех вариантах забор поставить все же придется, хоть и прозрачный, так как любопытство толкает соседей заглянуть на ваш участок, когда вас нет, что посажено, как убран двор и что можно незаметно утащить. От этого не каждый откажется. Безусловно, можно установить камеры наблюдения, сигнализацию, и незваных гостей станет поменьше, но лучше с соседями быть в хороших отношениях. Тогда и сигнализацию с оповещением на мобильный телефон можно установить, чтобы при проникновении в дом телефон звонил соседям, когда вас нет. Кроме того, сосед сможет в ваше отсутствие по просьбе полить теплицу, открыть и закрыть ее, полить овощи и цветы, покормить собаку или котов, а также помочь при выполнении работ, где вам не справиться одному. Хороший сосед может заменить родственника, с ним и отдохнуть можно будет, и на рыбалку или охоту съездить, так что дружите с соседями. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео, напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.